Привет, друзья! Я вновь нахожусь в уютном демозале компании Avanirvana. Сегодня к нам в руки попала долгожданная новинка от компании GVC – 8К лазерный проектор DLA NZ900, находящийся на вершине обновленной линейки NZ. Прежде чем говорить об особенностях этого аппарата, стоит рассмотреть, что же компания смогла усовершенствовать в новом модельном ряду, включающем пока только два аппарата. На смену NZ8 пришел NZ800, а NZ9 сменил на посту, соответственно, NZ900. Если попробовать кратко описать, чем новая линейка отличается от уже хорошо знакомых нам проекторов NZ8 и NZ9, то по заявлениям компании GVC эти отличия сводятся к следующим. Во-первых, усовершенствованный лазерный источник света и, соответственно, увеличенная яркость на 200 люмен для NZ800 и на 300 для NZ900 по сравнению с предыдущими моделями. Новый блок DLA матриц третьего поколения, обеспечивающий большую равномерность изображения и прирост нативной контрастности. У NZ800 она выросла по сравнению с предшественником на 25%, у NZ900 на целых 50%. В-третьих, обновленная система увеличения разрешения 8К и ShiftX второго поколения. В-четвертых, система динамического покадрового тон-маппинга Frame Adapt HDR второго поколения, обеспечивающая еще более впечатляющую проработку бликов и теневых участков изображения при повышении общей его яркости. Она стала доступной путем обновления прошивки для всей серии NZ в ноябре 2023 года. В меню раздела Frame Adapt HDR появилась новая функция Deep Black, обеспечивающая за счет оптимизации тональной кривой HDR еще более глубокий черный цвет в теневых областях изображения. Далее, обновленный алгоритм динамического управления мощностью источника света, то есть лазерного димминга, оптимизированный для человеческого восприятия и обеспечивающий максимальную реалистичность без ступенчатости и эффекта накачки, с добавленным новым режимом баланса. Напомню, что кроме этого в моделях предыдущего поколения с помощью обновления прошивки компания дала возможность вручную регулировать мощность источника света под условия просмотра и размер экрана не по 3 ступеням, а от 0 до 100%. Разумеется, в новых моделях это также обеспечено. Следующее. Система улучшения детализации в движении и уплотнения картинки Clear Motion Drive также была усовершенствована, чтобы обеспечить более точную компенсацию пересечения объектов по краям. Кроме того, был добавлен еще один SDR-режим изображения Vivid для более сочных и ярких цветов, что может быть востребовано, к примеру, для анимационных фильмов или спортивных программ. Перечень нововведений впечатляет, не правда ли? Соответствуют ли эти заявления компании действительности, мы и попытаемся выяснить в ходе нашего сегодняшнего тестирования. Новый флагман внешне не отличается от своих двух предшественников NZ9 и NX9. Которые были объектом нашего исследования, и соответствующие ролики вы можете посмотреть на канале Avanirvana и прочитать текстовые версии как на сайте компании Avanirvana, так и на моем канале «Уголок Киномана», на платформе Zen и в Telegram. NZ900, как я уже отмечал, выполнен на обновленном источнике Bluescent с желтым люминофорным колесом, характеристики которого были оптимизированы для максимального снижения шума системы охлаждения при одновременно большей светоотдаче. И уже первое включение проектора позволило убедиться в этом. Даже на полной мощности лазера шум был очень умеренным. Система охлаждения работает значительно тише, чем у NZ9. Судя по всему, ценой за это стало некоторое увеличение времени выключения аппарата. До полной остановки кулеров проходит примерно 30 секунд. Сердцем NZ900 являются 3 обновленные DLA-панели с увеличенным коэффициентом контрастности. Кроме того, GVC обещает улучшенную равномерность и четкость за счет усовершенствования техпроцесса и лучшей юстировки панелей. Их нативное, то есть физическое разрешение 4К, но в проекторе присутствует эффективная система оптоэлектронного сдвига 8К и ShiftX, которая обеспечивает увеличение разрешения путем сдвига картинки по диагонали в 4 направлениях с частотой 240 Гц. Результаты ее работы нас удивили еще при тестировании NZ9. Шрифт толщиной в 1 пиксель уверенно отображался на шаблоне Quick Brown Fox в разрешении 8К. Это позволяет уверенно сделать вывод, что NZ900 – это 8К проектор.
Тем более, что он оснащен входами HDMI 2.1, которые поддерживают 8К сигнал с частотой 60 кадров в секунду и поддержкой стандартов HDR10, HLG и HDR10+. Для 4К сигнала по-прежнему доступна частота 120 кадров в секунду, что в сочетании с режимом низкой задержки делает проектор отличным решением для геймеров. Проектор также поддерживает 3D-контент при использовании фирменного радиочастотного излучателя ПК-EM2. В проекторе JVC NZ900, так же как в его предшественниках, установлен 100-мм цельностеклянный объектив с улучшенными качественными характеристиками для обеспечения максимальной яркости, раскрытия преимуществ разрешения 8К и безупречной резкости изображения от угла к углу, без хроматических аберраций и при огромном сдвиге плюс-минус 100% по вертикали, 43% по горизонтали. Проектор обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3, что достигается за счет использования специального светофильтра. Что касается размеров и веса проектора, то они не изменились по сравнению с предшественником NZ9. Это все те же полметра в ширину, 528 мм в глубину и 234 мм в высоту. Вес его также чуть более 25 кг. Также стоит отметить удачно исполненную систему охлаждения, позволяющую инсталлировать проектор очень близко к задней стенке, так как выброс горячего воздуха происходит с передней стороны проектора. Все разъемы на задней стенке NZ900 идентичны модели NZ9, поэтому я не вижу смысла повторяться. Пульт дистанционного управления в новой линейке остался таким же, увы, не очень удобным, хотя при использовании универсальных пультов и тем более систем автоматизации это не имеет ни малейшего значения. Теперь пора перейти непосредственно к тестированию проектора. Как и всегда, проецировать изображение мы будем на экран Stewart Sima с полотном Neve диагональю 135 дюймов с видеоплеера Oppo 205 и компьютера. Кроме того, в салоне AVA Nirvana появилось уникальное устройство – видеопроцессор MedVR Envy Extreme MK2. Действительно бескомпромиссное решение для лучшего в индустрии тонмаппинга HDR, апскейла изображения до 8К, удаления артефактов компрессии, увеличения динамического разрешения и повышения плавности движения. Интересно будет сравнить возможности проектора и видеопроцессора в реализации данных функций, и мы это непременно сделаем в рамках нашего сегодняшнего тестирования. Традиционно начинаем с измерений. В первую очередь выясним, какую максимально возможную яркость можно получить от проектора. В режиме Vivid при установке значения цветового пространства на High Bright, полностью открытой диафрагме, максимальном значении мощности лазера и максимальном зуме объектива яркость составила 3200 люмен, что максимально близко соответствует заявленному паспортному значению. Активация цветового фильтра в оптическом тракте путем переключения цветового пространства с BT709 на DCI снижает яркость на 30%. Нативная контрастность по методике On-Off в режиме Vivid, высокой мощности лазера, максимальном зуме и закрытой до минус 15 диафрагме составила рекордные 140 тысяч к 1. Разница же с паспортным значением укладывается в погрешность измерений. На данный момент это лучшее значение, которое мы получили при измерении контрастности проекторов, когда-либо побывавших у нас на тестировании. Напомню, что у предшественника модели NZ9 наши измерения показали куда более скромный результат – 108 тысяч к 1. В режиме Natural при открытой диафрагме и минимальном значении зума объектива контрастность по методу On-Off составила 30 300 к 1, а на максимальном зуме 25 тысяч к 1. При закрытии диафрагмы до значения минус 7 контрастность на максимальном зуме выросла до 46 500 к 1, а на значении минус 15 до 104 тысяч к 1. Контрастность по методике ANSI при полностью открытой диафрагме и на максимальном зуме составила 405 к 1, а при закрытии диафрагмы до значения минус 7 упала до 300 к 1. Это означает, что даже в отлично подготовленном и абсолютно темном помещении можно немного прикрыть диафрагму, получив просто великолепный on-off контраст ценой небольшой потери яркости и при сохранении сравнительно высокого контраста ANSI, что делает проектор очень гибким в настройке под условия просмотра, задачи и предпочтения владельца. А сочетание одновременно рекордной on-off и высокой ANSI контрастности является залогом пластичности и объемности изображения, как в темных, в смешанных, так и в светлых сценах. На шаблоне Quick Brown Fox в 4К разрешении
Проектор демонстрирует отличную четкость свободного от хроматических аберраций изображения и разборчивость мелких деталей, как в центре, так и по углам картинки. Включение 8К и Shift-X на таком шаблоне демонстрирует, что в собственной системе апскейла проектора есть куда расти. Появляются артефакты на узорах толщиной в 1 пиксель, а шрифт немного утолщается. Для сравнения мы подключили проектор к видеопроцессору Medvr Envy Extreme MK2 и повторили тест, сделав апскейл с силами процессора, и подали на проектор сигнал в разрешении 8К. На этот раз никаких артефактов не было. Система MPC работает в одном из 3 режимов – стандарт, HiRes-1 и HiRes-2 для адаптации алгоритма под разрешение видео. На тестовых фотографиях в разрешении 4К алгоритм улучшения четкости работает максимально корректно в режиме HiRes-1, не утолщая контуров объектов и не создавая прочих артефактов на максимальных значениях. Режим стандарт наиболее агрессивен, но при этом обеспечивает максимальную резкость. Поэтому значение ползунка усиления не стоит поднимать выше 3. Как видно, яркостная равномерность на белом и сером очень хорошая. Заметного тинта, то есть неравномерности по цвету, нет. Как на белой, так и на цветных заливках мы не смогли обнаружить каких-либо артефактов, вызванных работой лазерного источника света. На черной заливке при отключенном лазерном димминге видно, что равномерность черного практически идеальная. Заливки с белыми объектами на черном фоне вновь демонстрируют, что компания JVC выполнила свои обещания. Кроме едва заметного горизонтального стрикинга, никаких проблем, вызванных переотражениями внутри оптического блока, мы не увидели. Цветопередачей с коробки и установленном цветовом профиле 6500 Кельвин традиционно для проекторов JVC немного теплее, чем следовало, что корректируется очень быстро и позволяет добиться практически идеальных результатов, а уж при профессиональной калибровке тем более. На фотографиях тон кожи после коррекции выглядел практически эталонно. Традиционно для проекторов JVC бандинга нет ни на одном из тестовых шаблонов. Посмотрим, как проектор справляется с внутренним тон-маппингом сигнала HDR и что в этой части изменилось по сравнению с предыдущей моделью. Напомню, что в меню раздела Frame Adapt HDR появилась новая функция Deep Black, обеспечивающая за счет оптимизации тональной кривой HDR более глубокий черный цвет в теневых областях изображения, чтобы они не выглядели серыми, но при этом без потери деталей. Первый тест выводит на экран цветные плашки с яркостью до 4000 нит, и проектор справляется с задачей играючи. Но самое удивительное, что ему это удается даже на самом экстремальном тесте с огромным диапазоном от 700 до 10 тысяч нит. Причем результат остается неизменно великолепным в разных режимах работы системы Frame Adapt HDR. И без того лучшая в отрасли система покадрового динамического тонального отображения HDR теперь доведена практически до совершенства. Браво, JVC! Для оценки качества передачи движения и кадровой интерполяции мы использовали фрагмент из фильма Майкла Манна «Феррари». Изображение выглядит очень достойно даже при полностью отключенных системах улучшения движения. Но при активации функции Motion Enhance разборчивость деталей в динамике существенно возрастает без появления каких-либо артефактов. Но главный сюрприз поджидал нас при проверке работы системы кадровой интерполяции Clear Motion Drive. Уже в 2 предыдущих сериях проекторов JVC, начиная с N-серии, кадровая интерполяция на значение Low приводила к улучшению разборчивости в движении с минимально заметными артефактами. В NZ900 мы этих артефактов не увидели даже на максимальном режиме работы уплавнялки, в такой сложной сцене, насыщенной деталями и пересечениями движущихся объектов. Такого качества кадровой интерполяции мы не видели ни на одном проекторе и телевизоре. Ну что же, еще раз, браво, JVC! Теперь проверим качество реализации алгоритма динамической контрастности. Напомню, что в JVC NZ900 оно обеспечивается только за счет автоматического регулирования мощности лазерного источника света. Лазерный димминг работает в одном из 3 режимов – Low, High и Balance, отличающихся друг от друга скоростью и агрессивностью лазерного затемнения. Сначала посмотрим, как работает динамическое управление мощностью лазера на статических заливках. Видно, что работа динамического лазера не приводит к изменению цветовой температуры белых объектов на черном фоне, но в режиме Balanced их яркость ощутимо снижается. Теперь проверим работу лазерного димминга на реальном материале.
Уже традиционно мы используем фрагмент из сериала «Очень странные дела», который не только содержит в себе максимально темные сцены, но при этом и яркие элементы в кадре, и момент с полным переходом в черный цвет, когда героиня фильма надевает повязку на глаза. Здесь интересно будет посмотреть, как работают 3 режима динамического лазерного затемнения. Итак, вначале попробуем проиграть этот фрагмент с режимом Low. На съемке камеры с экрана оценить это довольно сложно, поэтому я буду комментировать то, что вижу. Режим Low работает очень деликатно, улучшая отображение темных тонов, но лишь минимально воздействуя на яркие участки, отчего картинка лишь выигрывает, сохраняя пластичность и объем. Ступенчатости при переходе в черный кадр нет, но лазерный источник света при этом не отключается полностью. Режим High работает несколько более агрессивно, понижая уровень яркости кадра и яркость светлых объектов внутри него. Но при переходе в черный кадр момент перехода заметен и происходит плавное, полное отключение лазерного источника света. И, наконец, режим Balance, несмотря на свое наименование, оказался на деле самым эффективным с точки зрения воздействия как на темные, так и на светлые участки кадра. При этом очень плавно, но довольно существенно снижая яркость источника света при переходе в черный кадр без заметного эффекта накачки. С учетом этого можно рекомендовать использование режима Low как наиболее консервативного и Balanced как наиболее эффективного, но влекущего заметное снижение яркости небольших светлых объектов в кадре, таких как, например, звезды на ночном небе. В любом случае, если сравнивать этот алгоритм с тем, что мы видели на NZ9, то улучшения очевидны. А сейчас перейдем к просмотру фрагментов фильма в 1080p и стандартном динамическом диапазоне. Один из самых красивых фильмов Вуди Аллена с неизменно потрясающей операторской работой Витторио Сторара «Полночь в Париже». Сцена с прогулкой главных героев по ночным парижским бульварам выглядит безупречно. Теплое оранжево-золотистое освещение, глубокий черный цвет и масса деталей, которые ускользнули от меня при первом просмотре. Обратите внимание на переливающийся звездочками бисер на платье героини Марион Котийяр. Трогательная и эмоциональная финальная сцена из фильма Тома Хупера «Король говорит» на JVC NZ900 выглядит именно так, как должна, в нежных пастельных тонах и мягком освещении. Кадры одного из лучших эпизодов «Бондианы» с Пирсом Броснаном в роли агента 007 «Умри, но не сейчас» очень впечатляют на большом экране. Прекрасная Холли Берри, яркие насыщенные цвета, высочайший внутрисценовой контраст, картинка очень вкусная и действительно радует глаз. В динамичной сцене все так же очень хорошо. Даже при съемке ручной камерой детализация в движении весьма достойная, тем более что при желании можно активировать безупречно работающий фирменный кадровый интерполятор. Теперь посмотрим, как проектор справится с фрагментами фильма в формате 4К HDR. Главным козырем проекторов JVC всегда была глубина черного. И эта сцена из фильма «Оно 2» не требует комментариев. Чернильный черный в сочетании с яркими бликами создает ощущение подлинной трехмерности изображения. Потрясающе! Фильм «Барби» вызывает у зрителей очень широкий спектр эмоций, от восторга до категорического неприятия. Но как бы ни относиться к картине, нельзя не признать невероятно профессиональной работы художников, дизайнеров и колористов, а большой экран вместе с ярким и контрастным проектором JVC NZ900 – лучший вариант для просмотра картины. «Мальчик и птица» – новый анимационный фильм японского гения Хаяо Миядзаки. Каждый кадр поражает полетом фантазии автора, а при просмотре на большом экране ты погружаешься в этот удивительный сказочный мир целиком и полностью. На проекторе JVC NZ900 фильм выглядит очень красиво. Кадры из сатирического сериала «Тед» – идеальный материал для того, чтобы продемонстрировать все возможности проектора JVC NZ900. В этой ночной сцене видно каждую деталь, а черный цвет бездонно глубок.
теперь посмотрим фрагменты из Ультра HD издания третьей части великой кинотрилогии «Властелин колец. Возвращение короля». Сложно даже комментировать то, что мы видим на экране. Скажу лишь, что фильм никогда еще не выглядел так роскошно. Сочетание высочайшего УНОВ и ANSI-контраста делают картинку невероятно глубокой. И, наконец, на десерт перейдем к самому интересному. Попробуем использовать для просмотра фрагментов фильмов в связке с проектором видеопроцессор Medviar Envy Extreme MK2. Мы активировали апскейл изображения до разрешения 8К с помощью видеопроцессора Envy. Кадры из нового фильма Джорджа Миллера «Фуриоса. Хроники Безумного Макса» выглядят фантастически, и без того качественный видеоряд будто бы подвергся глубокому ремастерингу. Картинка приобрела еще большую глубину и прозрачность, а небольшая зернистость уже не подчеркивалась, а вот контуры объектов и линий стали тоньше. Фактически изображение стало совершенным, несмотря на то, что в момент записи ролика фильм еще не выходил на Ultra HD Blu-ray, и мы использовали всего лишь видео со стриминга. Историческое кинополотно Кристофера Нолана «Оппенгеймер» выглядит потрясающе, особенно в той части, что снято на камеру IMAX. А на проекторе GVC NZ900 в связке с видеопроцессором Medviar Envy приобретает дополнительный объем и впечатляет еще больше. Итак, пора подвести итоги нашего мероприятия. Проектор GVC NZ900 – это не революция, не скачок в развитии технологий, но уверенный шаг вперед на следующую ступеньку в искусстве проекции. Топовую модель компании удалось улучшить буквально во всем, от контраста до кадровой интерполяции, от четкости до яркости. Отрадно, что создав очередной инновационный продукт, компания не стоит на месте, но постоянно находится в процессе совершенствования достигнутых результатов. Лично убедиться в сделанных выводах вы можете, посетив салон Аванирвана. Хочу заметить, что в руках сотрудников компании за годы работы побывали все поколения проекторов GVC DLA, от X3, X7 и X9 до серии N и NZ. Накопленный опыт позволяет им досконально разбираться в особенностях каждой из моделей и использовать эти знания при настройке, инсталляции и, самое главное, калибровке проекторов, в том числе благодаря уникальному авторскому подходу к калибровке в режиме Frame Adapt HDR. Команду компании Аванирвана отличает максимальная лояльность к клиентам и внимание к их запросам и потребностям при покупке, установке и эксплуатации проектора. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайки и написать в комментариях, что вы думаете о проекторе GVC NZ900. Подписывайтесь на наш канал, так вы сможете помочь его развитию. Текстовую версию этого обзора вы можете прочитать на сайте компании Аванирвана, в моем канале «Уголок киномана» на платформе Дзен и в Telegram по ссылкам в описании. Всем пока и до новых встреч!